Да, это озеро Брайас. Одно из самых доступных и самых красивых мест Доломитовых Альп. В Доломитах очень популярны велопрогулки. Многие приезжают сюда на велосипеде. Здесь также можно остаться на несколько дней для более глубокого впечатления от этих мест. Сюда я приехал на машине. Парковка здесь довольно большая и, разумеется, платная. Сейчас мы пройдем по берегу этого красивейшего озера. Истинная жемчужина не только Доломитовых Альп, но и всей Италии. Озеро Брайас расположено в природном парке и известно своей чистой водой и потрясающим горным окружением. Это очень туристическое место. Здесь везде будут стоять указатели, перила и даже лестница. Тропа начинается прямо от парковки, и маршрут по озеру можно пройти в любом направлении, но чаще выбирает путь по часовой стрелке. Ну и здесь же на прокат можно взять небольшие лодочки, чтобы покататься по этому озеру. Это одно из самых популярных мест для фотографий, благодаря деревянному причалу и лодкам на фоне гор. Осень в горах очень короткая. Лето часто может смениться снежным бураном, а потом снег останется лежать уже до следующего лета. Лучшее время для посещения озера – раннее утро или поздний вечер, когда меньше туристов, а свет лучше всего для фотографий, особенно летом. Рекомендую пойти в мини-поход. Это займет примерно час, может быть 2, может быть 1,5, в зависимости от того, как вы пойдете. Здесь прекрасная дорожка, очень широкая, на ней хватит места всем. Тут даже едут люди на колясках, и с детьми, и с собаками. В общем, никаких препятствий. Это самое начало октября. В горах уже выпал первый снег. А это значит, что это окончание сезона трекинга. Так что все, что мы хотели сделать в плане походов в горы, да, это надо делать примерно до середины октября. Потому что потом уже начнется лыжный сезон. Вчера мы ходили в небольшой поход на озеро Сарапис. Это в горах, это не такая доступная локация, как, например, вот это вот. Туда нужно было идти довольно долго. И я скажу, что мы попали в этот... Ну, это не буран, это была такая снежная метель. Про это я сделал отдельное видео, но это было незабываемое приключение, это точно. В какой-то момент тропинка начнет подниматься в гору для того, чтобы спуститься вниз к белому песчаному пляжу. Но для того, чтобы подняться наверх, требуется, конечно, приложить небольшие усилия. Но вы это сможете сделать. Но вот это, вероятно, была самая высокая точка этой тропы. Сейчас дорога пойдет только вниз. Amore, bravissima, amore, te lo meriti tutta. Ну вот, видно, что девчонки тоже уже устали идти в горку. Но им совсем немного осталось. Ну вот я и дошел до белого пляжа. Отсюда можно полюбоваться зданием отеля, которое находится на том берегу, ну и лодочками, которые красиво расположились на озере. Люди устраивают на берегу сотни таких пирамидок. Что это означает, на самом деле, никто не знает. Но, вероятно, существует какая-то легенда или какое-то поверье, что если вы поставите здесь какую-то такую пирамидку, да, то что-то в вашей жизни хорошее произойдет. Кто знает.
Но озеро Брайс это не только одно из самых красивых озер в Доломитах. Это одно из самых доступных мест. Потому что подъехать на машине можно буквально почти к самому озеру. И благодаря этому сюда приезжает большое количество народу. Так что если вы любите посидеть на природе, побыть один, в одиночестве, то у вас здесь это не получится. Здесь очень много народу. Но можно, конечно, отсюда, от озера, пройти куда-то туда повыше в горы и посидеть там. Почему нет? Ну вот, пожалуйста, информативный плакат. Сколько времени будет разлагаться тот или иной мусор в природе. Да? Например, вот банан, да? Кожура банана. 2 года. Это что, реально 2 года он разлагается? Мне кажется, его через 2 недели уже нет. Или, ну вот на что я как бы среагировал, это вот эта вот банка. Железная банка, по мнению местного плаката, да, будет разлагаться 500 лет. Но, блин, у меня во дворе стоит мангал, который вот такой кованый, железный, из толстого металла. Да, он стоит как бы, ну, под дождем, на природе. На зиму я его убираю в сарай. Ну что, проходит там 5, 6, ну 10 лет. Все, он уже просто разваливается. Там дырки появляются. Этот весь металл ржавеет, крошится. И, ну, надо заказывать новый. Да? То есть у меня уже было 2 таких мангала, я знаю, о чем говорю. Да? Ну, блин, это не 500 лет, точно. В общем, полный круг вокруг озера. Это со всеми остановками, фотографиями, видосиками. Мы прошли примерно за 2 часа. Так что приезжайте сюда на машине. Машину можно оставить здесь рядом и наслаждайтесь этой природой. Это прекрасное место.